Тот вечер Валерия помнит отчетливо. Она забрала 2 детей с прививки из школы, после чего они поехали домой. С порога на семью выбежал пьяный отец. По словам Валерии, он был в длительном запое. Ранее, по ее словам, он уже проявлял жестокость к другому псу, но до такого не доходило. «Мы очень любили Буча, приютили его, когда дачники бросили его на соседнем участке. Дети очень хорошо к нему относились», — рассказала Валерия. А тут на мужа что-то нашло. Мы вернулись домой и увидели покалеченную собаку. Супруг и на меня бросился с ножом. Кричал, что зарежет меня. Но, видимо, всю злость он уже успел выместить на собаке. Поэтому мне повезло, лишь на шее порезы остались. Женщине удалось вырваться и вызвать полицию. К счастью, муж к тому моменту успокоился и сдался в руки правоохранителей. Тем временем, на участке остался тихо умирающий изрубленный щенок. Но сотрудники МВД быстро сориентировались и позвонили знакомым за защитником. Утром следующего дня Буча забрала волонтер Наталья. У пса были глубокие раны. Морда вся изрублена, черепная коробка, тело. В дом я не стучалась. Мгновенно сняла собаку с цепи, схватила ее, положила в машину и отвезла в клинику, вспоминает Наталья. Врачи-ветеринары видели всякое в своей работе, но такое зверство поражает даже их. У Бучи деформировался череп, сломана глазница, сильный отек на мордочке. Всего у песика 10 глубоких ран, живодер действовал наверняка. Собаку срочно прооперировали. Он мужественно терпит промывание ран, 10 дренажей стоит у него. Ему неприятно, но он терпит, не скулит, только дергается иногда от боли, рассказывает руководитель волонтерского сообщества Ирина. У него замечательное настроение, хороший аппетит. Раньше Буча плохо кормили, он худенький. Хороший контакт с кошками, собаками. Проявляет внимание к детям, хочет играться, лижет руки, виляет хвостом. Единственное, от взмаха рук немножко вжимается в себя. Видимо, после взмахов топором боится резких движений, думает, что его еще раз ударит. Днем 15 апреля Буча свозили к хирургу-травматологу в Петербург. Волонтеры предполагали, что понадобится КТ, но на деле со здоровьем пса не все так плохо. У него отсутствует защитный рефлекс глаза. Не реагирует на защиту. Если, грубо говоря, тыкнуть в глаз. Могут быть нарушения нервной области, тогда будем делать МРТ головного мозга. Вдруг там осколки черепа что-то пережали. Сейчас будем продолжать ранее назначенное лечение и будем наблюдать за поведением малыша, говорит Ирина. Новую семью Бучу будут искать только после полного выздоровления. Его прежние хозяева его не заберут. Как говорит Валерия, у них нет возможности прокормить его, у женщины есть еще 1 пес и 3 кошки. Сейчас я с детьми в безопасности, у родственников живем. А что муж? Отпустили его, дома сидит. Звонит по 20 раз на дню, говорит, что жалеет, что так себя вел. Год назад было то же самое, так что я в эти сказки не верю уже. Пускай детям деньгами помогает, но подпускать к себе я его не хочу. А Буча, надеюсь, отдадут в добрые руки, вздыхает Валерия. По информации источника, полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством», а в части жестокого обращения с животными пока проводится проверка. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, если понравилась наша история.